Друзья, приветствую вас. Вечерний обзор на канале Ниндзя Капитал. Давайте рассмотрим, какие события произошли, какие движения ожидаются на закрытие недели. Ну и посмотрим вообще, в принципе, что происходит, какие перспективы открывает рынок. Так, друзья, то, что касается новостей. Байден пытается в демократическом стане свести на нет разногласия, чтобы подписали все необходимые документы и пролонгировали дальнейшее движение. Вот еще такое событие, которое, пока ему особо внимания не уделяется в силу того, что все бегают с Эверграндом, с третьей волной ковида, с тем, что нефть растет несмотря ни на что. Тем не менее, начинает обостряться ситуация в районе Тайваня. Там уже курсируют китайские истребители, Соединенные Штаты различные договоренности настраивают с Тайванем о поставке вооружений, взаимопомощи и так далее. Нюанс заключается в том, что Тайвань это сейчас крупнейший производитель полупроводников, и если там, не дай бог, какие-то заторы или конфликты начнутся и разгорятся, это приведет к тому, что мы увидим вообще полный сбой во всех логистических поставках по полупроводникам и, соответственно, полнейший коллапс. И так как бы система, она фактически функционирует на грани, если там начнется какое-то обострение, то даже сложно представить вообще масштаб кризиса, который произойдет. Вот так вроде мелочи, казалось бы, но на самом деле такие незначительные события, они могут привести к кризису и к сбоям, по сравнению с которым вот то, что происходит с Эверграндом, но оно может показаться детской невинной шалостью. Только на секундочку представьте, если там обостряется конфликт, большая часть полупроводников либо перестает производиться, либо начинаются сбои с поставками, и, соответственно, весь мир погружается в коллапс. Не производятся компьютеры, не производятся автомобили. То есть это будет настолько масштабный кризис, что по сравнению с этим, то, что было в марте 2020 года, оно просто пшиком будет. Так, друзья, смотрите, то, что касается выступления Пауэлла, которое сегодня было, то, что касается договоренности между демократами, то, что касается вот всех этих событий, которые уже накопились и начинают периодически то одно, то другое выходить наружу. Я думаю, ситуация будет следующим образом складываться, несмотря на Evergrande, несмотря на то, что происходит в Китае. Вот оставшийся отрезок, если мы без обвала проходим, дальше новогодние ралли, а после 18 декабря или в новом году мы посмотрим, какие испытания будут на подходе. Так, друзья, то, что касается теперь производства нефти. Вот такой вот график есть. Исходя из этого графика, какой следует вывод? В Соединенных Штатах, это производство в Соединенных Штатах, в текущем году, 2021, нефти выкачивается больше, чем выкачивалось в 2017 году, в 2018 году, в 2020 году, но не в 2019. Как вы видите, в 2019 году был значительный пик производства в течение всего года, который перекинулся и на 2020 год. И, собственно говоря, в 2020 году там и произошло пикирование в марте на фоне коронакризиса. И, соответственно, сейчас в текущих реалиях в 2021 году фактически производство нефти в Соединенных Штатах находится выше 11 миллионов баррелей в сутки. И на текущий момент идет снижение производства нефти. И вот, собственно говоря, здесь обстоятельства складываются таким образом, что в Штатах производство нефти снижается. Это, в общем-то, один из факторов, один из поводов для того, чтобы текущие цены на нефть сохранялись на текущих значениях, достигнутых в районе 75-78 долларов за баррель. Здесь есть один нюанс, который связан с тем, что в Америке завершился автомобильный сезон, но, как мы видим, несмотря на завершение автомобильного сезона, сокращение добычи нефти, которое отмечено пунктиром на графике, оно таким образом складывается, что цена на нефть подогревается на текущий момент.
Но на самом деле, я думаю, здесь в наибольшей степени виновата та ситуация, которая сложилась на рынке газа. Она так или иначе тянет за собой и нефть. Так, друзья, еще такой момент. Китай включил режим хардкора на криптовалюты. Но смотрите, здесь есть два фактора, которые они, скорее всего, повлияли на то, чтобы такая реакция со стороны Китая развивалась. Но первое, есть формальное объяснение, что вроде бы криптовалюты, они требуют очень высоких энергозатрат, и, соответственно, они производят разбалансировку в китайской энергосистеме. То есть электростанции работают на то, чтобы производилась криптовалюта, а китайская промышленность и население страдает из-за того, что не хватает электроэнергии, растут на нее цены и так далее и тому подобное. В какой-то степени это действительно имеет место быть. Но давайте с вами посмотрим, что такое криптовалюта. Она позволяет производить транзакции без ведома Центробанка. Соответственно, то есть здесь получается те действия, которые происходят в криптовалютах, они не в полной мере доступны и подвергаются контролю со стороны Центробанка китайского. Но для китайского Центробанка, китайского правительства эта ситуация, она на грани фола, и поэтому такая реакция. Но почему эта реакция возникла именно сейчас? Они там все время так или иначе пытались отжимать крипту в той или иной степени. Сейчас начались ситуации с высокотехнологическими компаниями, давление на них. И вот мы видим такое заявление по поводу крипты. Но с моей точки зрения, вот то, что сейчас произошло с криптой, на самом деле здесь, в Китае там все время очень трепетно к ней относились, в кавычках, конечно. Я думаю, здесь вот это может быть связано с ожиданием какого-то кризиса, каких-то потрясений. Ну а, соответственно, криптовалюта – это то, что в первую очередь позволит населению сохранить активы. Но, как мы знаем, в любом кризисе есть сторона, которая выигравшая, есть которая проигравшая. Чаще всего, точнее, практически всегда население оказывается проигравшей стороной. Соответственно, криптоактивы – это то, что может позволить сберечь население и уйти от ответственности по обесцениванию активов. Поэтому, с моей точки зрения, в данный момент времени, именно поэтому в наибольшей степени происходит такая реакция на криптовалюты у китайского правительства. Так, друзья, далее Baltic Dry. Ну, смотрите, по нему историческая ситуация, месячный таймфрейм. Мы подошли к вот этому локальному пиковому значению. Соответственно, если здесь у нас возникает пробой и закрепление, то весьма вероятно в ближайшие 3-4 месяца отсюда разовьется уже более серьезное движение, которое будет вести к 8,5 к 9 тысячам Baltic Dry. Но, как видите, уже текущая ситуация, она приводит к тому, что инфляция издержек, она просто космически растет, и она заставляет мировой экономический рост трещать по швам. Соответственно, вот если это движение происходит, то даже сложно представить тогда, что произойдет. Ну, здесь был кризис 2008 года, тогда были возможности для маневров. Сейчас этих возможностей для маневров нет. И если привлечь те возможности, которые были использованы в тот момент и после того, как этот кризис произошел, то здесь просто будет у нас гиперинфляция. Гиперинфляцию ее никто не хочет ни в каком виде. Но на самом деле, если посмотреть, что произошло с ценами, с начала 2020 года по ряду позиций, даже по недвижимости и по автомобилям, на гиперинфляцию это пока не тянет, но это хорошая, уверенная, галопирующая инфляция, которая 20-очку в год дает. Так, друзья, далее давайте посмотрим природный газ, потому что это, собственно говоря, сейчас точка кипения всех страстей. Недельный таймфрейм, соответственно, на недельном таймфрейме у нас на текущей неделе было тестирование уровня 5, но потом откупили, и, соответственно, сейчас все движение вернулось выше 5. Соответственно, нахождение выше 5 приводит к тому, что отсюда развивается движение в ближайшее время на 6,5 и потом выше. Весьма вероятно, что в октябре мы вот это движение 6,5 и его пробитие получим.
Так, друзья, далее давайте посмотрим криптовалюту, потому что это следующий волшебный камень, который сейчас во многом определяет движение на рынках. Но, по крайней мере, она характеризует то, какое отношение у капитала к рискам и вообще к тому, во что вкладываться, на что смотреть. Дневной таймфрейм по биткоину мы с вами видим, что несмотря на ужас, который пришел внезапно из Китая, на самом деле, волатильность движения криптовалют находится в пределах нормы. Если мы посмотрим до этого, каким образом происходит движение по тому же биткоину, здесь все вот это движение, несмотря на громкость заявления, она находится в пределах там плюс-минус дневной волатильности. Поэтому здесь на текущий момент, пока ничего страшного не произошло, можно будет говорить о том, что какой-то есть негатив, если будет пробитие диапазона 39 500, 38 500. То есть, если вот этот диапазон будет взят, тогда весьма вероятно будет более глубокое корректирующее движение. Если он не взят, то сейчас высока вероятность того, что отсюда уже в ближайшие дни сформируется отскок, у которого цель движения будет находиться на 48 300, ну и потом, соответственно, попробовать взять 53. Так, друзья, далее индекс доллара. Смотрите, недельный таймфрейм по нему беру. Пока что то движение, которое развивается, оно указывает на то, что он несколько замешкался. Соответственно, его нахождение вот в этом диапазоне в текущем, оно придет к тому, что отсюда разовьется коррекционный откат, у которого цель будет тестирование и пробой 92,5. Так, друзья, далее VIX, неделя не закончена, но уже он приближается к тому, чтобы закрыться выше 18,5. И это является позитивным знаком для рынков, позитивным, который говорит о том, что весьма вероятно, несмотря на то, что здесь, судя по всему, произошел перелом, который указывает на то, что будет рост волатильности и снижение рынков, возможно, даже обвал, весьма вероятно, в ближайшее время мы получим схожую картину на фондовом рынке, рост к 18 октября и потом просадка временная, и потом опять рост. Так, друзья, далее наш самый главный, который сиплый, недельный таймфрейм. Здесь все отлично. Обвал не состоялся, его полностью откупили, несмотря на то, что местами пробивали 4450, 4350. Но сейчас вот он находится в районе 4450. Вот, соответственно, закрытие в районе этого значения недели будет означать, что весьма вероятно на следующей неделе мы получим движение в этом консолидационном диапазоне и по факту его пробития дальнейший рост. Судя по тем процессам, которые здесь произошли, это недельный таймфрейм, весьма вероятно, что попытка разворота, она успехом все-таки не завершилась. Пока не завершилась. Но у нас очень много собралось камней, которые в любой момент могут утянуть на дно. Так, друзья, дневочка здесь, она полностью концепцию недели подтверждает. Отбой от локального минимального значения, от поддержки и, соответственно, движение с целью потестить перехай, который был до этого. Вот. Но опять же, видите, здесь в силу тех событий, тех рисков, которые накопились, повторный возврат к этому диапазону, его пробой приведет к тому, что отсюда разовьется обвал и движение на... здесь, наверное, уже будет первая цель, это 4000 либо 3900, если здесь пробой происходит. Так, друзья, далее золото. Смотрите, золото трамбовали, но 1742 оно так и не пробивает. Оно все время колеблется в районе этого значения. Это не очень, конечно, хорошо, потому что 1750 должно было послужить точкой опоры, но пока это не летально. Если закрытие будет выше 1742, то на следующей неделе золото весьма вероятно может расправить крылышки. Если здесь возникают повторные пробои, то весьма вероятно следующая цель движения будет 1680, а вообще-то скорее даже 1650. Так, друзья, далее нефть. Смотрите, здесь вопрос в закреплении по факту пробития уровня 77,5-78. И в случае такого закрепления мы уже в первой половине октября
отсюда увидим движение, у которого первая цель будет 83 и потом 94. Если как бы рассматривать мою точку зрения, я вот сейчас оснований для роста нефти не вижу никакого. То есть с моей точки зрения здесь сочетание двух факторов. Ситуация с газом и шортовый вынос тех игроков, которые зашортили нефть. Ну, идет и идет наверх. Здесь как бы глупо, что называется, против ветра делать что-либо. Ну, можно только к движению присоединиться и все. Как бы тут особых вариантов нету. Либо ты ловишь волну, либо волна ловит тебя. Текущая ситуация, ну посмотрим, там еще какие данные будут по SOT SFTC, пока что она указывает на то, что мы на следующей неделе и в течение октября увидим продолжение роста по нефти. Так, друзья, ну переходя к часовому таймфрейму, здесь у нас нарисовался новый уровень, это 76,8. Соответственно, даже если будет коррекционный откат на уровень 76,7, 76,8 устоит, то будет дальнейшее продолжение роста. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Меня критиковали, что я его не рассматриваю. Смотрите, часовой таймфрейм. Здесь мы, в общем-то, движение по росту на текущую неделю исчерпали. Соответственно, весьма вероятно, закрытие будет где-то в районе 173, 172, 850. Если все-таки будет пробой вот этой пимпочки 173, 600, то мы отсюда можем увидеть движение, у которого цель будет в районе 175 800. Я думаю, вероятность такого события, она достаточно невелика. Более вероятно консолидация в диапазоне. И, судя по всему, на следующей неделе мы получим продолжение роста. По крайней мере, из той раскладки, которая следует в нефти и в S&P, указывает на то, что российский рынок будут толкать наверх. Да, есть момент с санкциями, но это, в общем-то, долгоиграющая вещь. Она постоянно будет в той или иной степени заново появляться, но я не думаю, что это как-то существенно в ближайшее время отразится. В перспективе, да, она будет давить и крайне негативно оказывать влияние на рынок. Но надо четко понимать, что сами по себе санкции – это не какой-то метеорит, который прилетел с неба. Они всего лишь один из факторов воздействия, который порожден ситуацией в экономике. Вот и все. Ключевой момент – то, что происходит в экономике. Так, друзья, далее шквал вопросов по платине поступает. Ну, смотрите, по платине весьма вероятно, что текущий рост, который произошел после вот здесь перелома, он сохранится. Ключевой момент – это закрытие платины выше уровня 950. Я думаю, такое условие, оно легко выполнимо. И после того, как это произойдет на следующей неделе, мы весьма вероятно увидим попытку взять 1030 и продолжить рост. Здесь надо отметить, что у платины и палладия несколько разные ситуации в текущих реалиях. Но на самом деле движение платины наверх, оно вполне коррелирует с тем моим видением, которое я давал еще, наверное, 1,5 года назад, что должно быть, или год назад, должно быть схлопывание разницы между палладием и платиной. То есть палладий должен падать, а платина должна расти. И они фундаментально должны прийти в соответствие, плюс-минус туда-сюда. Потому что длительное, почему такой вот выхлоп по палладию произошел? В принципе, они как два брата. Практически везде можно платину заменить на палладий, палладий на платину. Может быть, где-то это будет менее эффективно, где-то сопоставимо, практически один в один. Вопрос только в перестройке технологических процессов и согласовании регламентов. Вот. Но такой разницы не может быть при такой несущественной раскорреляции. Какое-то время, достаточно длительное, палладий был очень дешев. Соответственно, пружина сжалась, и в какой-то момент она разжалась. Вот и все. Его просто выбило наверх. И сейчас постепенно этот процесс, скорее всего, будет приходить в соответствие на фоне тех, скажем так, перестроения процессов производства, которые происходят в связи с развитием зеленой энергетики. Потому что какое-то время может действительно возникнуть такая ситуация, когда спрос на палладий какое-то время будет проседать. Как бы уже такая ситуация есть в связи с падением производства автомобилей, но в ближайшее время она может
в общем-то, усугубиться. Это связано будет сначала с ростом нехватки полупроводников, а потом с переходом на электромобили. На самом деле там палладий тоже очень нужен, но он нужен несколько в другом технологическом укладе, и поэтому весьма вероятно будет какой-то момент времени относительно продолжительный, когда будет провал. Но этот провал спроса на платиноиды, он, скорее всего, приведет к тому, что цены на палладий и платину выровняются. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, наша главная скрепа. Так, ну смотрите, недельный таймфрейм у нас не коррелирует с тем, что происходит в нефти, от слова совсем. Потому что при такой нефти рубль уже давно должен быть в районе 70,5, а то и 68-65. Соответственно, такого процесса не происходит. Кто-то скажет геополитические риски. Да, геополитические риски имеют место быть. Но здесь, я думаю, ключевой момент не геополитические риски, а состояние российской экономики. Так, ну и дневной таймфрейм. Но у нас здесь, скорее всего, будет закрытие в районе 72 и 75, потому что здесь абсолютно никаких сил ни в одну, ни в другую сторону нету. С одной стороны, рублю не дают укрепляться, с другой стороны, нефть выросла и держится на достаточно высоких значениях. Поэтому рубль-доллар вот в этом боковике в районе 72-75, я думаю, он и застынет. Здесь жизни пока нету. Так, друзья, далее вопрос был по ГМК. Но смотрите, у ГМК ситуация действительно очень и очень непростая на текущий момент. И связано это еще и с палладием. Дело в том, что палладий, как только произошел его существенный рост, он стал занимать достаточно весомую долю выручки и в прибыли норильского никеля. И, соответственно, текущая ситуация, когда палладий подсдулся, и есть тенденция к продолжению этого, она для норильского никеля дополнительный фактор негативный. Если рассматривать недельный таймфрейм, то по недельному таймфрейму здесь сформировались все основания для того, чтобы произошел разворот и отскок. Но с моей точки зрения пока что ситуация она не определена. Он должен все-таки допадать вот сюда вот, 21 тысяча, хотя бы сюда. По дневному таймфрейму произошел разворот, вроде бы, но с моей точки зрения этот разворот пока что не подтвержден. Лучше его, я думаю, пока что не трогать. Так, друзья, ну и далее Новатэк. По Новатэку интересная ситуация, потому что по Новатэку сформировались основания для отскока. Там была история с арестом топ-менеджера компании, но сейчас эта история вроде бы подходит к какой-то стабилизации, но не сказать, что там к логическому завершению. И на следующей неделе, с учетом ситуации по газу, мы вполне можем увидеть движение, у которого цель будет 1950, и потом движение на 2020-2000, вот сюда, к этому значению. Соответственно, критерий того, что это движение произойдет, это отсутствие отката и пробоя значения 1800. Вот это значение, оно должно устоять. Судя по всему, скорее всего, оно либо устоит, либо его тестирование вообще не будет происходить. Так, друзья, далее ситуация в ВТБ, дневной таймфрейм. Ну, здесь вроде бы ВТБ выстоялся, и на следующей неделе весьма вероятно он будет оправдывать ожидания, которые приведут к тому, что он начнет расти, только выйти из этого диапазона, закрепиться выше 51, и весьма вероятно отсюда на предстоящей неделе мы увидим по нему движение наверх. Так, друзья, ну, в общем-то, все, ключевые моменты, ключевые активы. Спасибо за внимание, хороших выходных.